Привет, меня зовут Стас Быков. Сегодня разберемся, как работает продвижение на YouTube. Я покажу, как я делаю оптимизацию своих видеороликов, что такое ключевые слова, ранжированные теги, как они подбираются. Ну и, конечно же, посмотрим на эффективность данного продвижения. Погнали! Как всегда, буду все показывать на экране своего компьютера, чтобы было вам наиболее понятно. Итак, продвижение на YouTube доступно несколькими способами. Один из них — это оптимизация роликов под ключевой запрос. Вот уже более 7 лет я об этом рассказываю и точно так же работаю. Если мы зайдем с вами в аналитику, в режиме реального времени все это делаем, дальше вкладка «Просмотры», мы видим, что по типам источников трафика у меня поиск на первом месте. То есть более чем 60% трафика идет из поиска. Это данные за последние 28 дней. Почему я ориентируюсь именно на поиск? Во-первых, у меня образовательный контент, как правило, в рекомендации на главную страницу и в правую колонку такие ролики не часто уходят. То есть я на своем опыте уже экспериментировал, да. И также, когда мы оптимизацию делаем под ключевую фразу, мы выходим на целевую аудиторию, которая заинтересована в материале, и, как правило, конверсия получается больше. То есть кликабельность картинки, также ее удержание. Вот по статистике мы видим поиск на YouTube, 1,5 миллиона показов было, из них 220 тысяч просмотров уже реализованных. По удержанию 3,49 и CTR картинки 11,9. Это очень хороший показатель, тоже можете у себя сейчас проверить. Откройте статистику по типам источников трафика и посмотрите, что у вас на первом месте. Конечно же, хорошо, когда у вас ролики продвигаются через главную страницу или правую колонку рекомендаций. Тогда вы больше всего просмотров получаете, потому что там более широкая аудитория. Но все-таки, если у вас начинающий канал, я бы рекомендовал делать под ключевые фразы. Как я делаю оптимизацию роликов? Ну, например, один из последних мы можем посмотреть. Вот пассивный доход 2 дня назад опубликовал уже 4500 просмотров. Давайте зайдем в аналитику, посмотрим. То есть обзор. Видим, 12 подписчиков данный ролик принес, уже $10 я на нем заработал. Время просмотра, которое складывается из суммарного времени просмотра ролика, да, и также сколько просмотров на текущий момент, и статистику по типам трафика, функции, поиск, уведомления страницы. Мы видим, что в первую очередь, конечно же, функции выбора контента, это фид, подписки и главная страница, они работают, когда вы только выгружаете ролик. Но дальше уже желательно, чтобы ролик ушел в поиск. Давайте я зайду в сведения, и мы увидим, как я делаю оптимизацию. То есть я подбираю ключевую фразу, которую задает целевая аудитория, то есть мой потенциальный зритель. Не может быть такое, что все зрители это ваши, так скажем, клиенты, то есть зрители, да. Это все равно должен быть ограниченный сегмент аудитории. И в любой нише этот объем, он имеет ограничения. Ну, например, пассивный доход. Сколько было запросов, как узнать? Почему именно такая фраза у меня получилась? Потому что я использовал системы статистики. Я уже много раз говорил вам про сервис Yumi. Это наши разработчики, которые сделали полный аналог VidIQ, и он за копейки, там, за 200-300 рублей в месяц можно использовать полный функционал. На данный момент это поиск ключевых слов и трендовые видео. Сейчас мы пройдемся. Но суть в чем? Мне нужно понять, какую фразу задает мой потенциальный зритель. То есть я ввожу сюда пассивный доход. Сейчас идет анализ всех ключевых фраз. Я вижу поисковый объем 125 тысяч. Это потенциальные зрители в месяц. Конкуренция там 31 и общая оценка 66,81. Мы видим похожие запросы. То есть важно, мы из высокочастотника превращаем в низкочастотный запрос. Смотрите. Здесь у меня, видите, пассивный доход. Как создать пассивный доход с нуля. И здесь у нас также есть запросы. Я обычно копирую, вставляю, то есть в поиск вот здесь справа вверху, видите, да. И у меня теперь подсвечивается эта фраза. То есть как создать пассивный доход. 2000, поменьше, потому что низкочастотник стал. Пассивный доход в интернете 3000, 2022 3000. Я могу отсортировать по поисковому объему, как я обычно и делаю, да, и посмотреть самую популярную фразу, релевантная этому ключевому запросу. Идем вниз, смотрим. Пассивный доход 2022. Отлично, я как раз это и беру и так называю. В итоге у меня получается, если мы в режиме инкогнито сейчас с вами на YouTube зайдем и введем основную фразу, потому что у меня уже набрались просмотры на этом ролике, и в SEO, и в органической выдаче он поднимается. Мы видим, что ролик находится на, ну не считая рекламу, на 3-й позиции. И здесь важно понимать, что никакая оптимизация вам не поможет, если не будет высокий показатель CTR, то есть кликабельность, переходы на ваше видео и суммарное время просмотра, то есть будет страдать удержание.
И иными словами, то есть если люди не будут просто из поиска переходить, то ролик будет опускаться ниже. Если на ролике не будет удержания, значит ролик не интересен аудитории, его будут закрывать, и ролик также будет терять позиции в органической выдаче. То есть ему будут меньше даваться показов. Мы с вами замечаем, что у каждого ролика есть показы. Давайте снова зайду сейчас в аналитику, чтобы было понятно. И справа вверху нажимаем расширенный режим. И здесь обратите внимание, то есть просмотры, вот 22 тысячи просмотров, а есть показы, 153 тысячи. Показы YouTube дает для того, чтобы был выход на новую аудиторию. Но если эти показы, они не реализуются, какая-то неудачная тема на очень узкую нишу, или нет переходов, потому что картинка неудачная, какая-то фраза в самом начале в названии тоже не привлекает, да, то, конечно же, показы, они начинают резаться. Таким образом, показы падают, и через месяц, да, там ролик вообще никто никогда не найдет, если он при условии, что на нем маленькие качественные показатели. Это CTR и удержание. Поэтому обратите на это особое внимание. Поэтому, когда вы делаете картинку, продумывайте самые цепляющие триггеры для вашего зрителя. То есть вы же представляете, кто ваша аудитория, что им интересно. Вот здесь вот я экспериментировал, то есть я ввел не ключевую фразу на картинку, да, а что-то такое, что может заинтриговать. Вот это приносит деньги. И 15 тысяч долларов, да. Конечно, всегда должна картинка отражать суть видеоролика. То есть не нужно делать кликбейт, иначе у вас будет страдать удержание. Еще и зритель может пожаловаться в случае, если вы действительно отражаете не суть видеоролика, да. И здесь я написал, это приносит деньги. Здесь у меня раскрутка Instagram бесплатно, 5 шагов заработать 2000 из дома, стоит ли начинать Тинькофф Инвестиции. То есть думайте, что можно изобразить на значке, на картинке ролика, чтобы это смотивировало кликнуть. Понимаете, когда человек видит этот ролик на главной странице, у него должно быть сильное желание совпасть с рекомендациями YouTube, который выдал на главную страницу, кликнуть и посмотреть эту тему. Вы можете усилить, стимулировать это желание через картинки. Поэтому нужно думать, что там изобразить. Вот я на картинке всегда минут 15, 20, 30 трачу. Только на то, что там написать. Это важный момент. Также есть лайфхак такой, можно экспериментировать. То есть сначала выгрузили одну картинку, смотрите, как заходит, нет. А потом можете сделать вторую картинку, то есть АБ-тестирование такое проводить и смотреть на показатель CTR, на открываемость. Изначально, конечно, вы можете делать картинку для ваших подписчиков, то есть вы понимаете, что они в первую очередь это смотрят, а далее уже делайте картинку для широкой аудитории, когда ролик уходит на главную страницу в рекомендации или в правый столбец. И таким образом, вот в комплексной работе вы сможете уже потенциал будет больше, что ролики будут набирать показы и выходить по ключевым фразам. Ссылку на данный сервис я оставлю в описании. Пользуйтесь. Здесь есть уже 2 инструмента. Скоро будет 3. Это полная статистика по всем каналам. То есть можно любой канал проанализировать, как он развивался, сколько было просмотров. Сейчас есть инструмент. Это подбор ключевых фраз, только что вам показал, да, и трендовые видео. Трендовые видео — это вообще отличный способ понять, что сейчас популярно. Мы можем посмотреть вообще по стране. Например, давайте я сейчас выберу «Россия» за последние 48 часов. Нажимаю «Применить» и посмотрим, что сейчас популярно. То есть идет анализ, мы видим МТС-маркетолог, да, там лайв, тачка на прокачку, то, что сейчас в данный момент, и мы видим просмотры в час. 50 тысяч просмотров в час, чтобы попасть в тренд. Вы понимаете теперь, сколько нужно просмотров, чтобы выйти на первые позиции во вкладку в тренды, да, или навигатор, как она сейчас называется. То есть здесь тоже можно это все анализировать, конкретно еще по нише также можно смотреть. Что я хочу еще сказать в плане оптимизации. Конечно же, ключевая фраза в названии, в описании. Потом делайте побольше уникальный текст, то есть сами его пишите, чтобы там было вхождение ключевой фразы. Например, пассивный доход, да. И не забывайте про теги, хоть и говорят, что они сейчас не обязательны, тем не менее, я бы вам рекомендовал их использовать. Тоже пишите ключевые фразы, которые можно проанализировать через данный сервис. Выписываете их в теги, далее сохраняете, и ролик начинает индексироваться на YouTube.
То есть начинает уже идти в органическую выдачу, на главную страницу, во правый столбец рекомендаций, при условии, что у ролика есть качественные показатели открываемости и удержания, да, потому что с правого столбца очень большой трафик всегда идет, но и с главной страницы тоже. А если у вас маленький канал, нет активности, подписчики еле-еле идут, об этом мы поговорим уже в следующем видео. Чтобы не пропускать следующее видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами сегодня был Стас, до новых встреч, пока-пока.